Здравствуйте, друзья! Это Анапа, меня зовут Александр. Вы находитесь на канале Альбатрос. И сегодня разговор у нас, тема нашего разговора. Сейчас я ее здесь вот вам прямо напишу. Я еще не написал. Вот тема. Мои и ваши планы, друзья мои. Ну, тема для чего дается? Для того, чтобы вот были какие-то рамки, чтобы не растекаться мыслью по древу. Ну, мои планы, как всегда, связаны с творчеством. Я намереваюсь продолжать в этом году снимать видео, выкладывать на свой канал на YouTube. Я должен закончить свою книгу, которая называется «Очерки». Я в настоящее время ее пишу время от времени, но иногда бывают перерывы. Что еще? Ну, вот со сдачей квартиры, конечно, что-то я не надеюсь, что в этом году люди поедут. Да и вот в связи с санкциями вот этот вот сервис Airbnb, он сейчас не работает для России. Это очень печально, потому что 2 года я через него вообще не знал никаких хлопот. Он подбирал для меня гостей, причем не делая никаких промежутков между их заездами. Буквально день-два и новые гости, день-два и новые гости. Но в этом году уже вот так не будет. Ну что делать? Всем тяжело, и русский человек у нас привык, что если в стране беда, то, ну что, затягивай пояса и готовься к худшему. Вот так и сейчас будет, наверное. Поэтому, ну вот так, такой год нас ожидает. Если у вас есть что сказать, дорогие друзья, то тоже можете. Во-первых, можете вот мне написать в чате, который здесь вот есть у меня. Справа он от вас тоже. И сейчас я дам туда ссылку. Вы можете... нет, 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 это не то. Сейчас, секундочку, друзья мои. Так, ссылочку. И вы на нее нажимаете, порядок обычный. И выходите в эфир и беседуете со мной. Вот она ссылка. Вот так она выглядит. Вот так вот она выглядит. Но это она так выглядит в чате, а вы на нее просто нажимаете, она интерактивна, и выходите, и беседуем с вами. Что еще я делаю? Ну, сегодня я занимался версткой ролика. Мой приятель Евгений Юрьевич попросил меня снять ролик. Я в качестве оператора снимал танец. Он со своей партнершей этот танец танцевал. И, наверное, сейчас вот мы посмотрим, так скажем, один из вариантов, который я сделал. Я 2 варианта сделал, но второй вариант я вам не буду показывать, а первый вариант, который я немножечко усовершенствовал, сейчас вам покажу. Сейчас вам покажу. Для этого мне нужно зайти на YouTube. Вы, к сожалению, не сможете. Так. Вы, к сожалению, не сможете этого сделать, посмотреть, потому что доступ
Значит, доступ закрыт. Он только работает по ссылке. Ссылка у меня. Ссылку я послал только Евгению Юрьевичу, чтобы он посмотрел и оценил. Но для вас я, конечно, сделаю исключение. И сейчас мы посмотрим. Посмотрим. Это танец. Так, сейчас я все здесь настрою. Выведу это все на экран. Сейчас, минуточку. Видите, не так-то это все просто сделать. Так, не так-то просто. Но, тем не менее, сейчас я... Сегодня, кстати, общаться будем ровно час. Вот когда я начал этот стрим на часах, вот на этих, на стене у меня было 22 часа 09 минут, так что в 23 часа 09 минут я свернусь. Так, а сейчас будем смотреть. Так, сейчас будем смотреть, друзья мои. Угу. Так, и вот он сейчас уже пойдет. Мне так приятно в танце чувствовать твое тепло, твою доверчивость и нежность, с которой кладешь ты руку на мое плечо. Своей атласной белой кожей ты что-то трогаешь в душе моей и будоражишь вновь и вновь, казалось, давно ушедшую любовь. Любуюсь я твоей улыбкой, светом твоих прекрасных глаз, твоей очаровательной рукой. Как жаль, что только танец так сближает нас. Но вот звучат последние аккорды, и мы объятия наши разорвем. Но вопреки законам всем природы, тепло друг друга мы с собой унесем. И пусть в ту трудную минуту, которая у каждого бывает, твое тепло мне в холод сердца согревает. Мне так приятно в танце чувствовать твое тепло. Так, как меня-то сюда вывести? О, ну вот, посмотрели, друзья мои, видите, я там сам себя не забыл, но я не по своей инициативе. Евгений Юрьевич говорит, поставь свою фотографию, потому что, может быть, кто-то еще захочет
также сделать такой ролик для себя. Ну, я как-то к этому так скептически отношусь, потому что, а, ну, для своих, конечно, я готов делать, а вот для людей абсолютно незнакомых как-то для меня всегда это очень, тяжело, что-то делать. Вот, поэтому так, что у меня как-то бликуют очки, мне это не нравится. Вот, ну, там компьютер виден, ничего страшного. Ничего страшного. Вот. Так что, друзья мои, 4 человека, я вас приветствую. Вот, есть ссылка в чате, вы можете сейчас нажать на ссылку, которая там есть. Мы с вами пообщаемся. Что еще? Значит, я сделал, песню написал, которую мы сейчас тоже с вами послушаем. Я тоже сейчас ее выведу. Может быть, кто-то еще не видел эту песню. Песня очень такая, можно сказать, неоднозначная. Меня за нее очень ругают, в основном вот на сайте, на Одноклассниках. Есть всегда такие недоброжелатели, которые готовы, значит, обругать. Ну, я к этому отношусь, в общем-то, спокойно. И сейчас мы с вами посмотрим. Так, сейчас, секунду. Сейчас, поди, наверное, ничего еще не слышно. Так, секунду. Сейчас, друзья мои. Маленькие технические неувязки. Сейчас все увидим, так что не переживайте. Вот, жду от вас обратной реакции. То есть вы можете писать в чат, звонить мне, можете писать в чат, и я буду отвечать на ваши вопросы. То есть у нас на канале всегда живенько так, интересно. Поэтому не стесняйтесь, пожалуйста, пишите. Всегда вот я забываю вот эти вот управления, и не всегда у меня так сразу с первого раза получается. Вот только что этот ролик смотрели, и вроде бы такое же нужно сделать, однако я затрудняюсь. Однако все, сейчас пошли. Опять весна на белом свете, а в душах наших холода. Опять свистит свинцовый ветер, и в чей-то дом вошла беда. Путин, что ж ты вы, Путин? Ну как же дальше будем, Когда утихнут ураганы, и кто излечит наши раны? не жалко ныньку Украину, она же мать нам и сестра. Теперь огонь там и руины, а в лицах ненависть и страх. Путин, что ж вы, Путин, ну как теперь дружить мы будем, когда утихнут ураганы? Кто исцелит им эти раны? Сегодня в мире неспокойно,
и людям снова нужен мир. А кто за кровь, за смерть, за... Пускай идет, стреляет в тень. Путин, что ж вы, Путин, на мир нагнали столько жути. Так пусть утихнут ураганы, и пусть падут навек тираны. Ну вот, друзья, послушали мы песню. Пишите, как вам она понравилась. Отправляйте донаты. Я уже обращался через свой канал YouTube, на YouTube. Ну, донаты для чего нужны? Видите, вот я сейчас общаюсь с вами в таком формате, в интерактиве, то есть можно и посмотреть что-то, и оформить канал, вот. Но у меня бесплатное время кончается. Мне уже пришло сообщение, что ваше время, товарищ Альбатрос, закончилось. Вот. А чтобы время было неограниченным, нужно собрать 2480 рублей. Вот. 20 рублей уже прислал Михаил Белый, мой подписчик. Видите, 20 рублей, но они вот в копилочку упали. Вот. Так что, а тема сегодняшнего нашего стрима – это вот мои и ваши планы. Делимся, рассказываем, так что звоните прямо в студию, мы с вами пообщаемся, будет очень интересно. Вот. Ну, кто не знает нашего блогера Андрея Мельникова, раз вы сейчас пока ничего не пишете мне в комментариях, в чате, то я волен делать все, что хочу, и поэтому я сейчас найду Андрея Мельникова и вас познакомлю. Тем более он сегодня выложил новое свое видео, я его еще не смотрел, поэтому мне будет интересно посмотреть самому. Найти его очень легко, даже если вы не очень шарите, как говорится, в интернете, то найдете. Как говорит сам Андрей, кто умен и не идиот, тут в интернете все найдет. Я пишу вот так. Андрей Мельников, Анапа. Вот. И умный интернет мне сразу выдает ссылку на его последние новости. Так, он выложил сегодня сколько видео у нас? Он выложил сегодня, так вот, 7 часов и 6 часов. Вот это вот я не видел. Сейчас мы так немножечко посмотрим. Так, вы пока ничего не слышите, сейчас услышите. Всем привет, 1 апреля, Анапа. Сегодня тепло, прям выхожу из дома и знаете, вот это тепло. Но сегодня есть ветер до 22 метров в секунду, но он теплый ветер. В городе, где нет ветра, это вообще теплынь полная. Здесь все равно комфортно, потому что, в принципе, ветер-то теплый, хотя сильный. Если бы это было зимой, ой, пипец, да, это была бы та самая мерзкая погода. Но видите, как песок несет. Это еще дня 3 будет такое, сильный такой ветер. Ну, вернее, еще 2 дня. Может быть, день. Потом уже все стихнет. Друзья мои, почему я вам это показываю? Андрей очень интересно рассказывает о новостях, то, что происходит вокруг. Вот послушаем. И с точки зрения, знаете, пропаганды прямо, я бы так сказал. Вот. Смотрите его. Здесь уже рассказывать не буду.
Значит, какие у нас тут пляжные новости? Сейчас немножко тут сниму и поедем по городу, еще прокатимся. Пляжные новости будут про экономику, про все остальное. И хочу отдельно постебаться, рассказать вам, как ВСУ бомбит города Донецка и Луганска обломками ракет. Странная, да, фраза? Но вы поймете попозже. Итак, значит, в Калуге завод, это корпорация Stellantis, там всякие вот эти Peugeot, там все остальное производит. Значит, завод в Калуге останавливает производство комплектующих, на нем было производилось, переносит все производство во Францию и Англию. 2700 человек станут безработными, потому что его полностью закрывают. Дальше, что у нас? Как я говорил, до этого снимал ролик, что радость, а потом ожесточение, это как раз я про переговоры, про то, что чем все заканчивается, что после переговоров, после вроде радости на мир, будут ожесточенные бои. Именно в зоне ООС, как украинцы называют, или там, где вот соприкосновение ЛДНР, Мариуполь и все остальное, центральное такое направление. Значит, как сказать, обзор прессы. Как пишет генерал СВР, телеграм-канал, что было совещание, что Путину поставлена задача за 3-4 дня, значит, добиться успехов, выйти на границы Луганской и Донецкой области. И желательно еще и на Харьков. Ну вот, друзья, это вам для затравки. Очень интересный такой блогер в Анапе появился. Во-первых, он показывает, каждый день он ездит по городу, у него хорошая камера, хороший звук, ничего там не фонит, никаких шумоподавления хорошее. Вот. Рассказчик, он очень интересный. И самое главное, он живо интересуется тем, что происходит у нас сейчас вокруг спецоперации, делает свои какие-то выводы. Ну, конечно, он опирается на информацию, которую получает из и официальных источников, и неофициальных источников, или официальных источников зарубежных стран. Вот, поэтому смотреть его всегда интересно. Вот действительно, посмотрите, Андрей Мельников, вот так же. Вот так вот найдете его, Андрей Мельников, Анапа, и посмотрите. А сегодня мы говорим о моих и ваших планах. Значит, я сказал, что продолжу снимать видео, продолжу писать книгу. Ну и это будет вот мои основные занятия. Вот. Сейчас мы с вами позвоним в чат-рулетку. Это наша традиционная рубрика. Что такое чат-рулетка, я вам тоже рассказывал. Это специальная такая программа, которая выбирает случайного, абсолютно случайного собеседника. И давайте попробуем. Здравствуйте. Алло. Алло. Молчат. Ну, сегодня что-то не получилось, но сейчас еще попробуем. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер, привет. Угу. Вечер у вас действительно добрый или нет? Да, очень добрый. Ну, хорошо. Вечер. У меня тоже сегодня хороший вечер, так что много сегодня чего сделал доброго, и вот сейчас решил немножко поболтать. А чего ты сделал доброго? Ну, я сегодня верстал видео, монтировал для одного человека, он меня попросил, он занимается танцами. Я снимал, как он танцует, сделал, значит, ролик,
обработал его, и сегодня вот я его закончил, отправил этому человеку. Вася, добрая вещь, А ты сегодня внес вклад в благотворительный фонд Замбии для обеспечения населения водой? Там люди в засухе, у них нет воды. Вот ты смог помочь бедной африканской стране? Вот это добрый поступок. Бедной африканской стране? Не смог. Вот сегодня, если честно, нет. Меня как-то африканские страны не очень так Значит, напрягают. ты никаких добрых поступков сегодня не сделал. Нет, я сделал конкретному человеку. А когда вот конкретному человеку делаешь, это очень Это хорошо. не канает. Не канает. Но это по вашему мнению, а вот по мнению другому, Мнению того человека канает. А по мнению общественности, это недобрый поступок. Это поступок во благо другому человеку. Хотя это не благо. Это просто приятельский жест. Вот спасти кого-то от смерти, от вымирания, от засухи, от голода, целую нацию спасти. Вот это добрый поступок. ну поделитесь, что вы сегодня сделали, какой добрый поступок. Может быть, я... Чего? Никакого доброго поступка я не сделал. Значит, день как-то недобрый у вас сегодня, а вы говорите добрый день, поздоровались Обычный когда. день. Мой каждый день обычен. Не М, бывает добрых или злых дней. Каждый день обычный. Ты м. живешь, просыпаешься, что-то делаешь, работаешь или не работаешь, кушаешь, может спишь, общаешься и ложишься спать. И так каждый день. А вот весомость слова «добрый поступок», словосочетание, и «злой поступок» — это вообще очень отдельная тема. Ну да, это очень интересная тема, конечно, согласен с вами. Я вообще вот думаю, наверное, есть такие люди, которые встают, просыпаются и думают, какое бы доброе дело сделать. И идут, делают добрые дела. Как прямо в сказке. Да, как в сказке. А Мгм. это сейчас это считается как сказочный поступок. Да, да. Помочь кому-то сделать доброе дело, потому что мы никому не помогаем. Мгм. Мы никому не помогаем. Все обесценилось, все пошлилось, все аморальное, все какое-то дерьмо. Мы не делаем добрых дел. Точно, точно. А вообще вот я когда-то тоже, когда был немножко таким помоложе и романтиком, я даже мечтал о такой организации под названием «Доброе дело». Просто, ну, группа, можно сказать, сейчас по-современному волонтеров собираются и идут кому делать, или кому-то добрые дела делают, или вообще в городе там что-нибудь берут, какой-то участок, там мусор собирают, подметают. Как он называется, который ходит? Ай, как это в советских, в этих фильмах-то? Тимуровцы. Пионер там, Да, тимуровцы. благородный пионер. Мгм. Да. Типа вот такая тема, да? Да. Да, ну, наверное, да, вы правы. Стало меньше добра в жизни, это точно. А и не будет добра. Мы воспитали поколение злых каких-то ублюдков. Не будет ничего. Все будет очень плохо. И ничего не будет. И выходов нет из этой ситуации. Все. Ну, Привет, Средневековье. я более оптимистично настроен. Я думаю, все-таки у нас и в семьях, и в школах воспитывают, в общем-то, вполне так, как и... А вы знаете, кто воспитывает в школах этих вот детей? Люди, которые получают 13-17 тысяч. С выкладкой там 5 через 2 и с переработкой. Как они должны их воспитать, если их ублюдки-родители не воспитывают, которые воруют там, я не знаю, уже
посылают нахер учителей в 1 классе и говорят, что у них есть права. Кто их должен воспитывать? Родители или учителя? И родители, и учителя, и соседи. Учителя ничего. Учителя должны учить, а не воспитывать. Те жопы маленьким детям. Это должны все делать родители. А родители спихнули все на учителей, и как чуть что не так, бегут сразу разбираться. А чего вы моего Пашеньку обидели, мою Анечку? Ой, а у меня такой чудесный ребенок. Но мой ребеночек, но ваш ребеночек сегодня послал на 3 буквы учительницу, которая 30 лет стажа. Просто встал, сказал, иди нахуй, там, товарищ или что-то такое. Маленький ребенок, 9-10 лет. Где он это взял, где он это подцепил? Ну да, это бывает. Это уже все запущено, это настолько уже гниющий процесс. Это то же самое, что картошка гниет. Вот она гниет, ты уже ничего не сможешь сделать. Ты можешь отрезать кусочек от нее какой-то хороший, и все. Мгм. А она все сгниет. Это уже запущено лет, наверное, 30 назад, я думаю. Понятно. Вот как вся эта... Но у вас Да, есть да, какой-то понятно. какой-то Да, план? вот вы даже... У меня никакого плана нет. Как это У меня нет улучшить-то плана. ситуацию? Почему? Я что, какой-то добродетель, миротворец? Как улучшить ситуацию? Я не знаю, я же не политик. Я рассказываю ситуацию, как она есть. Что это я вижу, как это происходит. А как ее улучшить? Да никак. Я не знаю. Просто у нас просто... Да никак, блядь. Просто это вот тупик, блядь. Никак не улучшить. Все идет от родителей. Если родители такие ублюдки, блядь, просто аморальные, блядь, бездуховные, невоспитанные люди, то что тут спрашивать с детей? Как это улучшить? Да никак. Убить людей и родить новых, и заново их воспитать, это же бред. Да никак это не улучшит. Эта страна катится в средневековье. Мы катимся в очко полное. Все. Я ненавижу мат. Просто... Я просто очень часто общаюсь с людьми, которые по-другому не понимают. Как это улучшить? Да никак это не улучшить. Все, ты это не улучшишь. Даже ты если воспитал хорошего ребенка, прям реально культурного, воспитанного, все, он все равно в этой среде его задавят, загрызут, вот такие же вот эти вот амебы, вот эти вот невоспитанные, вот у них ценности какие вот эти вот. Варварские. Ты ничего не сделаешь. Вот мы не идем по пути развития, мы идем по пути отката туда, вот в средневековье, да, религия, там, я не знаю, живи в нищете, воруй, бухай, я не знаю, что там еще. Но зато Америка там на нас не нападет, мы сами по себе, у нас-то ни хера нет, у нас даже в магазинах чеков нету, оказывается, у нас отбеливатель для бумаги создается, производится за границей, у нас леса больше всех в мире, а у нас бумаги, оказывается, нету, блядь, которая подорожала сразу на сколько, на 200% за один раз. Это ужас, господи, я не знаю, когда назвать. Ну, это просто какой-то... А вы бумагой пользуетесь? Вам бумага нужна? Гуманитарная катастрофа. Просто, бумага не каждому нужна. Она нужна там в офисы какие-то. А простому человеку зачем бумага? Бумага для ксерокса, допустим. А что дома делать ксероксом? Так вот, из-за таких вот тюленей, как вы, вот таких вот дурачков совковых, такая философия и производится. И вот такой же, как вы, сидит и спрашивает, а нахера мне YouTube, я же им не пользуюсь. Нахера мне там интернет, я же им не пользуюсь. А нахера мне бананы, нахера мне там еще что-то, я же ими не пользуюсь. И вот они думают за всю страну. А если человек хочет жить, свободный человек, когда у него есть выбор,
Вот у нас философия арабская страна, это рабы, блядь. А есть человек, который хочет, чтобы у него был выбор, чтобы была свобода, чтобы у него все было. Какая разница, даже дело не в бумаге, а просто во всем. Люди, вот ты не пользуешься бумагой. Я мне не пользуюсь, а зачем на мне? А другой человек пользуется постоянно. А вот ты скажешь, а я не пользуюсь Ютубом. Ну закроют Ютуб, я им не пользуюсь. А полстраны в нем живет, пользуется. Вот из таких же рабов, баранов, вот это все и происходит. Из вот поддержки вот этих всех запретов. Ну это ужас, блядь. Это из людей уже не искоренить. И можно искоренить, как-то повлиять на ребенка в 8 лет, в 9, когда у него только самый перестроечный период. Когда человеку 30-40 лет, и он так рассуждает, это уже его ничего не изменит. Тут даже нет смысла спорить. И все-таки я переживаю как-то за вас, потому что, ну, вот я-то как-то, ну, даже если, подождите, даже если нас ждут очень сильные какие-то катаклизмы, трудности, Вам то не я... важно, зато Крым наш, да? Я Все плевать. Главное, будем жопу подтирать газеты, главное, Крым наш, да? Да делать даже не в Крыме, а просто, ну, как-то надо, я имею в виду психику человека, что нужно терпеть. Терпеть, это вот у вас утерпил, это в крови терпеть. Вас в жопу будут ебать, вы будете терпеть. А я не люблю терпеть, я не терпила. Я считаю себя свободным человеком. Почему я должен вот страдать из-за вот вас, терпил, арабских? Из-за вас, рабов. Терпеть, терпеть, терпеть. А я не хочу терпеть. У вас, я хочу жить как нормальный цивилизованный человек. У вас проскакивает какой-то современный человек. Уголовный жаргон. Да, давайте, поставьте мне диагноз сейчас. Вот у вас совок в голове, вот такой же вот пидорас, вот такой же ёбнутый человек сейчас стоит во власти, у которого какие-то эфемеры, вот иллюзии в голове. Не будет этого сейчас, 22 год, 21 века. Надо понимать. Не будет чего? Советского Союза там нового, ничего. У нас все разворовано, просто все. У нас разъебаны все фабрики, все разворовано, армия разворована. У нас даже бумага, оказывается, кончилась в стране, блядь. В стране, где леса больше всего. Не, ну какой-то у нас неконструктивный разговор. На каждом, блядь, посту, извиняюсь, на каждом посту везде вор. Все везде разворовано. Это целая воровская система, воровская иерархия. Подождите. Я это знаю. Мне неинтересно вас слушать, потому что я это слышу постоянно из телевизора, из Ютуба. Это хотелось бы свежую мысль. Свежую мысль от вас хотелось бы услышать. Может быть, у вас есть план какой-то, как эту ситуацию исправить? План есть. Но он вам не понравится. Во-первых, план у меня такой, что надо корни менять власть сразу. Всех за решетку. Весь совбез, все Госдуму, ну практически все. Это 100%. Да. Когда-то Жириновский об этом мечтал. У него даже книга была «Последний вагон на север». И он писал, что на Анадырь будет вагон, и туда вот всех как раз, кто разрушал Россию, посадят. Но это он писал, знаете, когда еще в 90-х годах. Ну просто Ельцин до этого не дожил. И просто он вовремя умер. Он бы сейчас до сих пор, если бы была нормальная власть, в тюрьме сидел. Да. Вот. То есть вот вы как бы не первые это предлагаете. Жириновский давно это уже озвучил. Это я понимаю, почему не первый, потому что нас очень много в стране таких. Я надеюсь, нас большинство, нас больше, чем вас. Просто нас, блядь, сейчас захуярили, просто задавили репрессиями, тюрьмой, увольнениями, все. Нам просто заткнули рты. А вы все сейчас буква З, буква В, там Путин, Россия, что-то еще, нам интернет не нужен, будем жопу потирать пальцами, все нормально. Крым наш, блядь. Никто даже ничего не понимает, что в Украине там мирные люди гибнут, блядь. Каждый день, блядь.
Я настолько злой, что я вот любому вот такому блюдку, я не знаю, сейчас голову бы снес, блядь. То есть вы сидите в чат-рулетке для того, чтобы вот, ну, как бы эмоции свои выплеснуть? Нет, я сижу не для этого. Мгм. Это вообще изначально у нас разговор начинался не с этого, но вы или я не буду обвинять вас, Мгм. кто там перевел тему в это русло, но именно тема перешла в это русло, и меня просто бомбануло пердак, как говорит молодежь. Я на самом деле не люблю ни ругаться, ни скандалить, я даже материться не люблю. И просто меня разрывает от какого-то чувства несправедливости. Ни с кем ругаться, кому-то что-то доказывать я не Мгм. хочу. И Ну, как бы вот. давайте тогда вот напоследок, сейчас мы разговор закончим, ну, что-нибудь оптимистичное все-таки, что бы вы сказали? Вот, Оптимистично? мгм. А что, смотря о каком событии, о чем? Ну, вообще о любом. Вот что вас обрадует в жизни? Меня радует. Для меня я люблю свою родину, я патриот, во-первых. Я вот это не про власть, а просто про родину. И даже не про людей, которых я в большинстве не люблю. Мгм. Просто там природа, речка, поле, вышел, на рыбалку сходил, я не знаю, что там еще можно сделать. Ну, просто такие все вещи, такие действенные. Как бы. Вот. А все, что остальное, какое государство, я его ненавижу. А позитивно для меня, да. С близкими, с друзьями. Ну, Куда сходить на 6 хорошо, вот на этом мы закруглимся, что да, пусть будет вот природа наша хотя бы радует, друзья, наше окружение, наши семьи. Это то, что нас всегда будет радовать. Будет раскол в стране, это 100%, я уверен. Он уже есть. Раскол. Мгм. Ну, будем надеяться, что он наступит не скоро, а может быть и будет каким-то образом предупрежден. Он уже есть, как сказать, что он не наступит, если он уже есть. Раскол. Определенный раскол. На две страны, на две части просто. Это сейчас, как называют, враги народа, там, предатели, да? Да, Те, да, кто да. просто сказал, что нет войне, они не высказывались, они просто сказали два слова «нет войне» и все, они предатели. Они предатели Родины считаются. Да, это, Кого-то уже конечно. посадили там за репост в соцсетях. То есть, я так понял, это борьба каких-то вот старых совков сумасшедших с молодыми людьми, по идее. Потому что люди до 35 лет даже не смотрят телевизор, они смотрят настоящие новости, правдивые. Все, что происходит, они знают. Как разворовывали 20 лет страну, они все знают. В каком нищете, в каком говне все выросли, тоже все знают прекрасно. А вот эти вот все вот мечтатели о старом совке, они сейчас, да, все война, против нацизма, блядь. Пиздец, это не будет уже прежней страны. Тут только либо революция, либо повсеместные репрессии. Все. Ну ладно, в общем-то, я думаю, хорошо поговорили, и я вас понял, поддерживаю вас в ваших переживаниях. Поддерживайте. Конечно, поддерживаю. Взгляды не поддерживайте, но переживания поддерживайте, да? Да, да, конечно. Ну, всего доброго. Взгляды у вас люблю. Всего доброго, до свидания. Доброго, да, и вам тоже. Спасибо. Пока что всего доброго. Интересно получилось. В общем-то, я сам разделяю такие взгляды. Просто он их выражает так где-то даже в нецензурной форме. Вот. Но я пошел на такой разговор, который вот у психологов называется конфронтация. Вот, то есть, ну, я, правда, не активно его так вот поперек ему что-то там говорил, не соглашался, но он сам был настроен, он как-то, этот человек, он уже вступая в разговор, уже считает, что
на другой стороне, значит, находится его идеологический противник, то есть кругом враги. Ну, это вот говорит, в общем-то, о психологии, вот то, что сейчас у нас творится в обществе. И интересную он мысль сказал, я не стал ее развивать, но он сказал, что вот это разделение общества произошло по принципу старое поколение и молодое поколение. То есть поколение, которое читает интернет, которое пользуется активно гаджетами, и поколение стариков, которые не владеют информацией. Это вот это для меня была такая свежая мысль, свежая, потому что я тоже вот так думаю, почему же у нас общество-то раскололось. Вот. Ну, не совсем, конечно, есть люди и очень активные, значит, юзающие интернет, но тем не менее они оказываются как раз в стане вот тех, кто поддерживает а, спецоперацию. Очень жесткие переговоры у вас, Александр. Ну, жесткие, да. Ну, что делать? Человек же не знает, что он как бы в эфире. Вот, поэтому в приватном разговоре допускает, конечно, какие-то вольности, там, фривольности, маты. Вот, но что поделаешь? Ничего. Еще один звоночек сделаем на удачу. Может, что-то будет интересное. Алло? Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Как А как настроение? понять такую фразу? Извините, пожалуйста, что перебиваю. Как понять такую фразу? Мне один, короче, какой-то парень сказал: не выдавливай голос, придурок. Ну, не знаю, может быть, этот человек, может быть, он творческой профессии, может, режиссер. Мне кажется, что это вот эта вот фраза, она может звучать от человека, который вот постоянно работает с какими-то людьми, с голосами. Вот, поэтому... Нет, он, короче, пил с пацанами пиво Мгм. и ругался матом. Ну, бывает такое. Я сейчас тоже вот до вас разговаривал, и тоже человек там достаточно так жестко выражался. Ну, бывает, бывает. Бывает. Сейчас люди все же взвинчены, у нас вообще в стране очень такая обстановка нервная, поэтому такие вот Да, разговоры. обстановочка у нас сейчас не самая лучшая Да. складывается в России. Да и вообще. А вы сами откуда? Из Москвы? Нет, я из-за Анапы. Нихера себе. А что? Ой. Анапа. Ну как? да, южный город, вроде бы курорт, звучит красиво, но на самом деле тоже какой-то упадок наступает. Ну, звучит красиво, просто я не был там, не знаю, как Мгм. сейчас там. Нет, вообще, конечно, Но- море, его никуда не денешь. Море красивое, а вот, конечно, отношение к городу, к его нуждам, конечно, у администрации не очень-то такое хорошее. Вот. Ну, как везде. Сейчас, наверное, проблемы. Мгм. А вы это в Москве были? Был, но давно уже. Давненько не бывал в Москве. Последний раз я был там, ну, если проездом не брать, то получается очень давно. Наверное, в 2003 году я был. Уже 20 лет почти прошло. Понятно, сейчас Москва, конечно, стала лучше. Короче, еще один советик дайте на жизнь. Угу. Значит, смотрите, короче, я из бедной семьи, короче, Мгм. 20 годков. Есть в Москве живет, ну, короче, сам из Тамбова, в Москве живет девушка. Короче, ну, как отношения на расстоянии, дай бог,
там денька 4 раз в месяц видимся, там ездим когда. Вот, но она из богатой семьи, она, короче, дарит дорогие подарки мне, вот это вот все. Я Мгм. отказываюсь, не беру, она, короче, заводит из-за этого ссору, там, типа, ну, я ей говорю, я сам всего добьюсь, ну, я реально хочу сам Мгм. всего добиться, и, короче, как быть вообще вот в таких ситуациях? Ну, мое правило и мой совет – это всегда в любой ситуации оставаться самим собой. Вот, и хорошо, что ты, извини, что на «ты», а, Да ничего страшного. хорошо, что ты не делаешь вид, что ты там какой-то другой человек, то есть не играешь какую-то роль там, вот, как многие делают. Даже я сам, кстати, однажды, вот я сейчас тебе расскажу историю, ну, она короткая, тоже однажды был на отдыхе в Кисловодске, мы с другом ездили, а я тоже из семьи такой небогатой, вот, а друг, ну, более такой зажиточный. И вот мне понравилась одна девушка, и я пригласил ее на свидание, ну, погулять по... Мы ездили, по-моему, с ней в Пятигорск, Мгм. вот. И мне было как-то неудобно, что я так одет, и я попросил у друга куртку, у него кожаная куртка была такая модная, из монгольской кожи. Я говорю, слушай, Дима, дай мне куртку. Вот, он мне дал вот эту куртку, я как-то так ее одел, сразу такой стал, ну, модный, вот, и все, и вот поехал. То есть понятно, что я таким образом как бы хотел показаться для этой девушки более в лучшем виде, чем я есть на самом деле. Вот. Ну, то есть так можно поступать всегда по жизни. Вот, где-то что-то у кого-то брать, где-то что-то... Но это не правильный путь. Вот правильный путь – это оставаться самим собой, вот как в сказках. У нас же сказок много таких, когда принц какой-нибудь влюбляется в девушку очень бедную, или наоборот, какая-нибудь там принцесса влюбляется в какого-нибудь там свинопаса. Вот, поэтому, в общем-то, любовь такая штука, что она не требует какого-то равенства в материальном там благополучии. Вот. И если любовь настоящая, ну, редко бывает, конечно, такая настоящая любовь, хотя как раз вот в таких случаях это она может и быть, когда просто интересен сам человек, а не то, что его как бы окружает, его какое-то благополучие, богатство. Вот. Поэтому оставаться самим собой – это самый такой правильный выход из этой ситуации. Ну и, конечно, больше рассказывать ей о своих планах. Если у тебя действительно планы и намерения очень такие серьезные, допустим, да, получить там образование, получить какую-то специальность, то вполне девушка может, ну, в принципе, у вас может получиться хороший союз на перспективу, так скажем. То есть действительно ты потом выучишься, получишь специальность, и все наладится у тебя жизнь. Вот, будешь помогать Не, еще и родителям, и... образование я уже получил. Ну вот, Сейчас сам живу хорошо. вот в городе, снимаю Мгм. квартиру, моя девушка такая говорит, вот так и так, типа, давай я тебе там буду деньгами помогать, типа, тянешь один. Я такой, отстань, я Мгм. сам. Не, ну это правильно, конечно, потому что... Нет, вы понимаете, мне просто стыдно. Вот меня вырастили и воспитали так, Мгм. что, бля, ну, вот то, что когда девушка зарабатывает, это ее деньги. Когда мужик Мгм. зарабатывает, ну, допустим, мужчина, типа, ну, они, по сути, деньги, там, какая-то часть и девушки вот эта, она должна быть обязана. Не знаю, а девушке брать деньги, это стыдно для мужика. Ну, не знаю, правильно нет, но мне стыдно. Ну, если Я тебе чисто, стыдно, если ты я так... вот езжу к ней вот Мгм. чисто из-за того, что вот хоть и редко все-таки, потому что, ну, я прям реально скучаю по ней, но чисто просто увидеть ее, побыть Мгм. с ней, вот ее волосы, вся она вот прям. Понятно, ну, Вот то, что любовь, как она романтика. живет, да, Мгм. да. А кстати, а ей тоже
Она просто, мы уже сколько? Ну, года 3,5, да. Ну, 3 Мгм. месяца, по-моему, уже. Она просто по сейчас вот тоже пишет. Когда приеду, когда приеду. Я Мгм. только недавно от нее уехал. Ну, я Ну, опять, ну, не знаю, меня тянет к ней. Это мой человек, я понимаю. понятно, это очень здорово. Можно просто отпустить вот эту ситуацию, как бы не пытаться ее сейчас вот разрешить. Вот. А если вам сейчас хорошо вдвоем, то можно просто наслаждаться моментом. Вы молоды еще, много времени впереди, многое может измениться, поэтому, э, как в фильме сказал Высоцкий, счастье – это такой мотылек, сядет на плечо и бойся его вспугнуть, береги его, а возьми его грубыми руками – нет мотылька, один прах. То есть можно вот этим моментом наслаждаться, вот. Потому что если… А еще Мгм, мгм. пугает то, что вот эти моменты, они потом вот как вот в будущем вот станут как теплые такие воспоминания, о которых душа будет жалеть, то, что там сделал какую-то ошибку, о которой будешь потом жалеть всю свою жизнь, там, допустим, да, вот такое тоже бывает. Конечно, Размышления вот эти вот. конечно. Я даже тебе советую, ну, понятно, сейчас фотографии остаются, может, какие-то видео, а ты можешь еще писать дневники, какой-то день описать один, письмо написать девушке, не смс-кой, а вот прямо так от руки. Вот. Ну, И… я Мгм. просто обычно, вот когда мы гуляем, видимся, я просто записываю все на видео, делаю монтаж, там Мгм. музычку подставляю. Ну, это настолько красивые видео получаются, Мгм. вы Мгм. бы это представляли, там просто, там если даже вот я, конечно, тьфу-тьфу не хочу, когда мы расстанемся, вот кто-то из нас будет смотреть это видео, это так душу разрывать будет, там, Конечно, ну, конечно. там смысл вот это. Я это очень хорошо понимаю. Почему я сказал, посоветовал тебе вести дневники, потому что я сам вел дневники, и у меня тоже были отношения с девушками, и, ну, очень хорошие, приятные, романтичные. Иногда, конечно, были какие-то и тяжелые времена, тяжелые моменты, но тем не менее потом, когда перечитываешь эти дневники, да, и вот до сих пор вот уже прошло много-много лет с того, с тех вот, с тех моих отношений, вот, но тем не менее чувства, они всегда свежи, и вот начинаешь читать, и все это вот очень так, как будто бы вчера было. Иногда думаешь, вот надо было так поступить, не надо было вот это говорить. Вот, ну, что сделано, то сделано. Вот, но это всегда действительно чувство будоражит. И то, что вот это прошлое, оно у тебя осталось, а прошлое, оно, как говорят философы и психологи, оно незыблемо, вот, там уже ничего не исправишь. Есть Оно много всегда, вот да. людей, которые жалеют о прошлом. Вот, кстати, когда в Москве был, короче, своего, ну, как знакомого, ну, как друга такого прямо. Он, Мгм. конечно, старше меня чуть ли, ну, вот мне 20, короче, ему там 36. Ну, я вот прям реально, вот мы общаемся так, как на уровне друзей. Вот Мгм. смотри, он вот раньше, короче, у него были времена, когда с другом он начинал бизнес, короче, они реально хорошо поднялись. Вот. У него, короче, была своя квартира, все дела. И потом, короче, он просто начал бухать, проиграл квартиру. И вот сейчас он просто, ну, то есть такой, ну, знаете, как средний бедненький такой вот, Мгм. типа. То есть он, а друг, он был умный, он, короче, сейчас живет за границей, у него там дом хороший, там все, бассейн, вот это, свой бизнес продолжает. А тот просто вздыхает. Да. А я ему, знаешь, ну, знаете, что говорю? Вот, допустим, я ему говорю: "А вот что ты жалеешь?" Ну, во-первых, это прошлое, типа, вот его, конечно, не вернуть и все Мгм. такое. Я просто ему сказал: "Ты вот ну, когда вспоминаешь эти моменты, ты просто подумай то, что нужно вот, хотя бы даже как-нибудь радоваться или быть счастливым, то, что ты жил богато, ты понял, как это там, все вот эти воспоминания тоже. Тебе дали такую возможность там, ну, хоть и на время, ты сам, конечно, проиграл там все. Мгм. Ну, бля, сам же виноват, по идее, чё.
Конечно. Еще такой говорит, когда играл, ему там вискарик подливали, там девочки, короче. Ну, это им выгодно, Мгм, понятное дело, мгм. чтобы напоить. Да, 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 А да, потом, да. короче, когда он проиграл, короче, квартиру, машину, какую-то часть наличными, ему, короче, до отеля заказали лимузин. Ну, с его же денег, что бы не заказать. Ну да, 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 да. Уж лимузин-то они оплатят с этих сумм. Да. Да. Не знаю, я лично о прошлом не жалею, потому что это, ну, как бы такая бессмысленная вещь жалеть о прошлом. Вот. Просто я в свое время, ну, как-то читал много всяких книжек умных, вот, допустим, Шопенгауэра, а что-то он мне дал, Фрома, Франкл, есть такой австрийский психолог, ну и много-много еще других. Вот. Все равно с каждой книжки что-то берешь. Иногда берешь даже с художественных книжек, там вот, у наших классиков можно что-то брать. Ну, просто нужно впитывать, читать больше и а когда находишь что-то свое, все это вот откладываешь. Ага, вот эта мысль, ты считаешь, что эта мысль очень точная. Я обычно выписывал эти мысли куда-то в блокнотик, там, опять же, в свой дневник, просто запоминал. И все, она вот со мной уже как какая-то заповедь оставалась. Вот. Поэтому мы ж живем, впитываем в себя опыт других людей и свой накапливаем. Поэтому, в общем-то, нужно жить и с прошлым, и думать о будущем. Ну, а главное настоящее. Главное настоящее, вот то, что у тебя сейчас. Радуйся, что у тебя это есть. У многих людей такого нет, кто-то мечтает о таких отношениях. Вот. А то, что они с твоей Ну точки да. зрения не очень такие как-то равные и странные, ну, отнесись это вот как к данности, понимаешь? Но есть такие, если литературу нашу прошарить, наших психологов там прочитать, наверняка кто-то точно с таким же сталкивался и также был счастлив и в художественной литературе, и в жизни. Поэтому это относись к этой ситуации как вот, ну вот это твое, все, это твой уникальный случай. У нас вообще сама жизнь, уникальна всегда. Уникальна сама личность человека, любого. Вот. Поэтому не надо искать, каких-то шаблонов, сравнивать себя с кем-то. Вот. Э, Всегда и отношения двоих людей, мужчины и женщины, они тоже всегда уникальны. Вот, поэтому Ну они да, тут такие, я какие они, согласен. да, складываются. Поэтому это вот все твое, и не пытайся там что-то как-то, м, Нет, з кстати, вот в этом плане, да. Вот иногда, короче, у меня Мгм, бывает такая, вот, не знаю, фишечка или чисто. Короче, мне всегда говорят, что ты всегда выделяешься. То есть, мгм, допустим, с друзьями там что-то там, вот то, что они там запланировали, там спрашивают, что, как ты? Я в душе просто понимаю, что я что-то не хочу. Я говорю, нет. Они обижаются там все, вот это вот. Ну, блядь, чисто я вот не знаю. Что мне не по кайфу? Нет. Я такого не буду делать. Вот что мне по кайфу, да. Оно как идет, так и идет. мгм. Ну, то есть, потому что я заметил, вот раньше, короче, даже в первом курсе была такая фигня, вроде, знаете, как вливаться в компанию, делать то, что все делают, а потом такой осознаешь момент, то, что нет, вот зачем, смысл? Это моя жизнь, там, живи как хочешь, рисуй свою там картину, все. Мгм. Ну, в этом плане я вот говорю. Ну, все верно, да. То, что неважно, кто что скажет, какая вообще разница, кто что скажет, когда там. Блин, живи как тебе надо, думай, развивайся, остальное все придет. Конечно, все правильно.
Очень трудно порою жить человеку в обществе, потому что столько взглядов, столько всяких там Нареканий со стороны вот всех, нареканий, да. всяких заморочек. Кто-то тебе не нравится, кому-то ты не нравишься. Ну, в этом надо жить. У меня тоже были, ну как были, ну да, были тоже такие моменты, когда я кому-то не нравился. Вот, ну я потом почитал. Ну, во-первых, мне Бунин помог, писатель наш великий, Иван Алексеевич. Он сказал, что он такой человек был тоже своеобразный, такой с таким ядовитым характером, вот, но очень талантливый. И он говорил, когда кто-то что-то там ему высказывал, какие-то там замечания или он говорит: "А я не червонец, чтобы всем нравиться". Вот мне вот это вот запомнилось, и я это взял себе на вооружение. Вот, а когда тебя Кстати, да, умная такая прям Ну, понятно, конечно. ответочка. Да, а когда, вообще кто-то тебя оскорбляет, там вот в интернете часто я пишу, допустим, какие-то комментарии или там, ну, что-то выложу, какой-то пост. Ой, да в интернете, да, там вообще Вот, там начинают засрать человека. тебя тоже всячески обзывать, там я к этому спокойно отношусь. Вот, вот в этом мне помог Шопенгауэр. Вот у него есть там, я сейчас не помню, там какие-то тоже произведения, ну, какие-то вот. И он тоже рассказывал, как в Древней Греции тоже относились философски вот к оскорблениям. Там вообще считалось, что если один человек назвал другого козлом, то тот, которого назвали, он вообще не должен как-то на это реагировать и как-то оскорбляться. Потому что считалось, что как раз обозвавший, вот он заслуживает порицания общественности. И даже там один какой-то был философ, ну не философ, человек, так скажем, вот его кто-то обозвал, и он сделал такую табличку и написал, что вот такой-то, такой-то назвал меня козлом. Ну так, грубо говоря. И ходил с этой табличкой. То есть понятно, что он хотел не показать людям, что его назвали козлом, и он как-то оскорбился. И нет, он как раз хотел устыдить того человека, который его назвал. Вот. И это работало. Вот. Так что все уже до нас выработано, все нормы, все какие-то реакции. Поэтому главное все это Да, взять. кстати, вот. Да, надо это больше читать и все это брать и пользоваться в жизни. Конечно, да, самому тоже надо что-то вырабатывать, какой-то уникальный свой опыт, но весь ты опыт человечества не выработаешь сам. Вот. Зачем это делать? Это есть же поговорка, что надо учиться на чужих ошибках, а не на своих. Ну, понятное дело, что на чужих особо эта фраза такая умная, она вроде звучит, а пока человек на свои грабли не наступит, ну, редко кто поймет на других ошибках. У меня вот так всегда бывает. Я пока сам не наткнусь на какую-то проблему, я не осознаю ее вину, там, допустим, или вот, допустим, кого это. Потом уже ты такой думаешь, когда с тобой это произошло, ты такой думаешь, ага, надо мне второй раз вот эти вот нервоты колеса, вот это. Ну, да. Ну, то есть на своих ошибках оно как раз и получается учиться, а на чужих это так вроде узнал там, что у кого случилось, произошло. Ну, просто типа, блин, а у меня так не должно получиться, я не буду так делать, а я вот все равно человек попадается на таких моментах. Да. Ну ладно. Наверное, закончим с тобой разговор. У меня тут кое-какие дела другие. Было очень интересно с тобой поговорить. Да, спасибо вам да. тоже. И Приятно было пообщаться. тебе тоже удачи тебе в твоих делах, в отношениях с этой девушкой. Все у тебя будет хорошо. Я надеюсь, да. Да. Все, вам того же самого. До свидания. До свидания. Вот. Хороший разговор был.
Первый тоже был хороший разговор, но первый был, вот я же работал много лет на телефоне доверия в качестве консультанта. Вот. И первый разговор, он, конечно, требует... Вот первый разговор, который там человек, который говорил, все плохо вокруг, все там это, все распродали, все вокруг одни враги, бумаги нет, все дураки, совки. Вот. Тому человеку нужно был просто слушатель. Поэтому я с ним я немножко, конечно, шел на конфронтацию, но для чего? Наверное, для того, чтобы он имел возможность больше вот этой эмоции и выплеснуть. И когда человек выплескивает эмоции, ему легче становится. Правда, там еще можно было много с ним заниматься, вот, мне времени жалко. Вот. А вот этот человек, да, он получил, он сразу обратился с запросом, да, то есть с запросом вот отношения с девушкой, сразу, да, и я ему дал какие-то советы, и то, что он потом соскочил с этой темы и перешел уже на другие, то есть ту проблему с этой девушкой он уже для себя решил. Ему стало легче. Он хотел какой-то совет услышать. Скорее всего, конечно, он хотел услышать тот совет, который он сам уже себе выстроил в голове. Вот. Только он искал поддержки. И в лице моем он эту поддержку нашел. Вот. И обычно, когда человек, вот за многолетние наблюдения мои, работы на телефоне доверия, человек, который находит ответ на поставленный вопрос, даже, может быть, не вербально, а даже вот как-то вот порой человек говорит, не называет свою проблему, а психолог, опытный психолог, он додумывает за человека, выстраивает какие-то свои версии, потом одну какую-то версию берет и отрабатывает. И вот если человек, позвонивший, слышит ответ на свой вопрос, все, сразу, моментально снимается, вот, знаете, вот как говорит, такая есть поговорка, гора с плеч. И вот гора с плеч, и все, человек уже чувствует себя гораздо лучше, свободнее, вот, и он уже готов говорить просто там тра-ля-ля на разные темы или берет какую-то другую проблему. Обычно у человека не одна проблема его гложет. Поэтому вот с этим человеком мы очень хорошо пообщались, и я считаю, что я ему помог. Вот. Вы можете потом переслушать в записи и сами убедиться, как это происходит. Это очень интересно всегда. Так, друзья мои, ну что, у вас-то есть какие-то вопросы сегодня? Вот один только Данила Череватюк написал, а вас 7 человек. Давайте, если у вас есть какие-то вопросы, или, может, вы хотите, чтобы я еще кому-то позвонил, давайте сообщите свои запросы, как-нибудь отреагируйте, потому что я же не просто так вот сижу здесь, а как-то я хочу с вами взаимодействовать. Это же прямой эфир, прямой, без всяких там извилин. Вот, поэтому, друзья мои, вот вам чат, пишите, и мы сейчас еще пообщаемся, может, даже очень интересно пообщаемся. Если вы хотите, чтобы я еще кому-то позвонил, я позвоню. Если хотите, чтобы я закончил, я закончу. Если хотите, чтобы я ответил именно на ваш вопрос, я отвечу. Если вы хотите, чтобы вы сами вышли в эфир, то вот вам ссылка в чате. Вот. Нажимайте, и мы сейчас с вами пообщаемся. То есть я буду... Так, где я буду? Ну так не получается. А то я бы хотел показать. То есть я буду в одной половинке экрана, вы в другой, и у нас будет интересный разговор. Так что давайте, друзья мои. Давайте.
Итак, сегодня мы чем занимались? Я рассказал вам о своих планах. У нас тема была «Мои и ваши планы». Я о своих рассказал, вы не успели. Вот. И послушали мой клип, который я написал и спел, исполнил, сделал вот такой клип. «На море пел», «Ураганы» называется. Потом показал сегодня, чем я занимался. Сегодня я делал ролик для одного своего приятеля, танцы. Он там танцевал с партнершей, вот, и вот так вот. Так вот у меня сегодня прошел день. Ну и завершился вот этим стримом. Вот. Также я жду от вас донаты на мою деятельность, на содержание канала. Вот чтобы стрим проходил вот в такой вот подобие студии, то есть вот с выводом ваших сообщений, всякими бегущими строками и прочее, нужно вот мне собрать 2480 рублей. Михаил Белый 20 рублей мне отправил. Спасибо ему большое. Вот. Это не обязательно, просто, а вот 100 человек отправит по 20 рублей. 100 человек, всего лишь 100 человек. Вот, и все. И будем дальше общаться. Ну, а сейчас, друзья мои, поскольку нет никаких уже вопросов от вас, вообще никакой реакции, да и я сегодня хотел всего часок посидеть, а сижу уже 1 час и 16 минут. Поэтому разрешите с вами, друзья мои, попрощаться. Вот, как я тут написал, всем спасибо, все свободны. Так, и что там еще? Ну и все. И больше у меня и ничего и нету. Все, друзья мои, пока-пока. Кто пришел, я приветствую категорически вас. Но, к сожалению, стрим уже закончился. Смотрите в записи. Было достаточно интересно. Пока-пока.